Шум столовой в Академии Рёйвенхилл был привычным. Звон подносов, гул голосов, запах жареного мяса и кофе. Курсанты сидели группами, смеялись, спорили, кто-то записывал конспекты прямо за едой. Все шло как обычно, пока дверь не открылась. В проеме появился генерал Ричард Хёйл, высокий, тяжелый мужчина с холодным взглядом. Его присутствие мгновенно изменило воздух. Разговоры стихли, стулья заскрипели, курсанты вскочили, отдавая честь. Взгляд Хейла остановился на девушке у дальнего стола, младшем офицере по имени Клэр Дэвис, недавно переведенной из боевого подразделения. Они уже сталкивались. Несколько дней назад Клэр ослушалась его приказа, не из упрямства, а из принципа. Тогда он пообещал, что это не останется без последствий. Генерал направился к ней. Шаги его были размеренными, как выстрелы. Клэр стояла спокойно, держа поднос, но внутри все напряглось. Когда он подошел, в столовой воцарилась тишина. Он произнес что-то короткое, резкое. Губы едва шевельнулись, но в голосе звучала угроза. Клэр лишь подняла взгляд, спокойно, прямо, без страха. Это разозлило его. Рука генерала вдруг дернулась, схватив ее за волосы. Поднос выскользнул из пальцев, посуда с грохотом ударилась о пол. Суп растекся по плитке, и тишина стала почти звенящей. Курсанты оцепенели. Никто не решился вмешаться. Все знали, чем может закончиться неповиновение. Клэр чувствовала боль, но не издала ни звука. Она дышала ровно, взгляд стал холодным и точным. Все тело автоматически перешло в боевой режим. Одно движение, и ситуация изменилась. Она сместила вес, освободила голову, схватила генерала за запястье, резко вывернула его руку и отбила коленом под локоть. Раздался хруст, и тяжелое тело рухнуло на плитку. Через секунду генерал уже лежал лицом вниз, зафиксированный с военной точностью. Все произошло за 20 секунд. Никто не успел даже вскрикнуть. Клэр встала, поправила волосы, глядя на него сверху вниз. Ее голос прозвучал ровно и тихо, но каждое слово было как приговор. В следующий раз подумайте, прежде чем тронуть подчиненного. Несколько секунд стояла мертвая тишина. Потом кто-то хлопнул. Еще один. И вскоре аплодисменты прокатились по залу, глухие, сдержанные, но искренние. Генерал поднялся, не поднимая глаз. Его лицо горело от стыда. Клэр спокойно подняла поднос, поставила ложку на место и вышла из столовой. Она знала, теперь никто в Рёйвенхилле не посмеет назвать ее слабой. Эти 20 секунд изменили все.